Год только начался, уже произошло много хороших событий. Когда я говорю много, я имею в виду одно. То, что разработчики решили сделать с ценами, выглядит реально неплохо. С этого и начнем. Плавно перейдем к вопросу, почему я виноват в очередном нерфе Еноха, а затем обсудим главный скандал вокруг самого наглого читерства, которое я вообще видел. Многие были возмущены тем, что разработчики повысили цены, а не удалили игру. Тест цен окончен, теперь мы можем увидеть, к чему приводит жадность и наплевательское отношение к игрокам. Только к хорошему. Будет 4 уровня цен. Первый Нимфидора остается за 150 гемов. Второй 450 гемов, это Бас, Сейдж и Енох. Они подешевеют, так что новичкам будет легче купить героев из этого списка. Благо герои разноплановые, питовод дебафер и питовод дебафер. Третий уровень стандартная цена в 900 гемов, по ней будут продаваться большинство героев. Четвертый уровень будет применяться к новым героям, стоить они будут 1350 гемов, пока их не заменит следующий новый герой. Селеста при этом новой считаться не будет, а будет считаться старой, хоть и выглядит на все 100, стоить будет 900. В общем, система крутая и добрая. Новые цены активируются в третьем сезоне, он начнется 2 февраля, пока же идет предсезон, период между сезонами, который не имеет смысла. Благо разработчики решили хоть как-то развеселить народ и устроили показательный нерф Еноха. Кто-то говорит, что я делаю его популярнее, а это вредит игре, ведь Еноха никто не любит. Но от моих действий в первую очередь пострадала именно популяция енохов. Как вы могли заметить, я люблю две вещи: поиграть на Енохе и похвастаться достижениями. Никогда бы не подумал, что эти качества приведут к чему-то плохому. Но привели. Я залез в загон для енохов в Дискорде и показал эту имбу. Билд я назвал имбовым, потому что враги умирают за 2 секунды. Именно столько времени нужно мышам, чтобы нанести первую атаку. Дело в том, что кошка-маска дает силу питомцам за удачу. Поэтому мы заполняем стол максимальным количеством роз, дающих удачу в начале боя. Делаем глазных мышей, дающих удачу при атаке, а также ставим паутину, позволяющую мышам нанести дополнительную атаку. Атакуют они сильно. Билд простой, понятный даже пятикласснику. Мы его придумали еще в патче 0.38 в июле. Я легко запомнил, потому что этот месяц не похож ни на один другой. Енохи, простите, в свое оправдание скажу, когда я кидал скрин, я не думал, что в Дискорде меня поймут. Все-таки языковой барьер, но они все поняли. Не с первой попытки, прямо говоря, они побежали изучать, что делает Роза, глазная мышь и кошка-маска. Короче, я не уверен, что кто-то там вообще до этого играл в игру. Но уже на следующий день все сошли с ума. Куча скринов быстрых побед. Билд на розах проигрывает только другому билду на розах. Это начало раздражать игроков на остальных героях. Люди оказались не готовы к тому, что енох побеждает, и волна недовольства только росла. Любой билд имеет право на существование. Именно эта фраза никогда не звучала в Дискорде. Зато нерф еноха самое популярное, что можно услышать в этой части интернета. Выходит патч, я открываю его в ожидании нерфа кошка-маски и вижу это. Они подняли ей перезарядку. Это конец, подумал я. Конец моих переживаний. Кошка-маску это вообще не затронет. Этот бесполезный эффект можно вообще удалить. Это было смехотворно. Я уже чуть не побежал снимать видео о том, что разработчики не разбираются в своей игре, но потом вспомнил, что этим никого не удивишь. И внезапно в ситуацию вмешались MVP-богатыри из Дискорда. Они донесли до разработчиков мой билд, кто-то даже прокомментировал. Русские, водка вместо молока, похоже, творит чудеса. Так и есть, это полная правда. После этого урон на маске понерфили с 0.5 до 0.2. Так что енох теперь убивает не за 2 секунды, он убивает за 5-10 секунд. Я возмущен, потому что у меня нет столько времени на игру. Кстати, как вам прошедший сезон? Уже видели топ-1 таблицы? Чавеза. Респект этому игроку, он показал, на что способна Чана. Посмотрите, как он доминирует по рейтингу. Некоторые даже шутят, что он читер. Мое отношение к читерам простое. Они нужны, чтобы их банить. Не знаю, как вам, но мне нравится честное противостояние прокачанных донатеров и бедных новичков. Так что читерам просто нет места в этой игре. Обвинение в читерстве дело серьезное, поэтому я долго не верил слухам о Чавезе, во многом потому, что он мой кумир и пример для подражания. Настоящий гений игры не давал повода сомневаться в своих навыках. Всегда лучшие билды, высший уровень понимания игры за Чану, с лопатами, огромные успехи и, помимо прочего, великий дар убеждения. Однажды он обвинил в читерстве меня, заодно со всеми русскими и китайцами, и сделал это настолько красноречиво, что я сам поверил в то, что я китайский читер. Недавно мне показали удивительный абуз, вы можете видеть его на экране. Если вы спросите, что происходит на видео, лучше вам этого не знать. Сейчас расскажу во всех подробностях. Происходит перезапуск одного и того же раунда, что позволяет получать нужных бабочек, нужные дропы с цветов, нужные предметы в магазине, реликвии, уникальные предметы. Это также позволяет переигрывать неудачные бои и полностью на 100% управлять игрой. Круто? Да. С русских и китайцев по лайку. Я задался вопросом, кто из игроков может этим заниматься и насколько давно. Не может же это быть мой любимый игрок на первом месте. В это я не поверю никогда. Ладно, это он. У меня буквально скриншот
анекдоты, как он переигрывает раунд с помощью этого. Плюс подозрительное поведение и некоторые косвенные доказательства, в которые я не хочу углубляться, поскольку это новостной ролик, а не расследование. Просто скажу, что все, что мне скинули и рассказали по Чавезу, было достаточно убедительно, чтобы считать его читером, любителем лопат и самым наглым троллем в интернете. Но что касается игры, он всегда был довольно слаб. Если вы начали играть неделю назад, вы уже сильнее Чавеза раз в 20. Первое место, скорее всего, должно достаться вам. Но это Чавез, а есть и другие. Насчет них я услышал немало подозрений, и скажу так, не беспочвенных. Все это копилось пару месяцев, и бездействие разработчиков расстроило многих. Почему читеры не наказаны? Почему абуз не исправлен? Знаете, нет такой ситуации, которую не решил бы хороший конфликт. Это моя философия. Так что я посетил Discord и написал большой пост о важности исправления абуза, о том, что читеры в игре многих беспокоят. Поскольку мы уже давно пишем разработчикам об этой проблеме, не получая особой реакции, в своем посте я был немного строгим, и кажется, выглядело это так, будто я их ругаю. На самом деле я всех люблю и не хочу никакой вражды. Когда я туда написал, кто-то даже похвалил мои видео, было классно. Всем дискордовским привет. В конечном итоге мы получили от разработчиков большой и подробный ответ. Абуз планируется исправить, на это нужно время, а читеры забанены не будут. Да, вы не ослышались, не будут. Эта новость не может не вызывать улыбку, хорошее настроение обеспечено. Знакомьтесь, Рейджин. Запомните это имя, больше вы его никогда не услышите. Если Чавез занимает топ-1 в рейтинге, Рейджин занимает топ-1 в ивенте. В каждом, постоянно, с неадекватно огромным результатом, если вы понимаете, о чем я. И вот совпадение, он тоже использует предмет с рандомным дропом, но не лопату, а удочку. По 4 штуки на всех героях. Гоблин, Тинг, Харкон, неважно. Удочки, оказывается, удивительно хорошо подходят всем. Обратите внимание на количество угрей. Это должно быть самый везучий человек в мире. Может, стоит начать играть в азартные игры? А, он и так в них всегда побеждает. Он буквально так и написал в своем посте, где хвалил себя. Свои успехи он объясняет талантом. 4F. Быстрые руки, быстрые глаза, быстрое мышление и быстрое обучение. Ставьте лайк, если вы тоже 4F. Также стоит отметить статистику безупречных побед. Неплохо. Я такого никогда не видел. Чтобы вы понимали, вот как выглядит статистика нормального игрока. Но Рейджина, поскольку разработчики никого банить не планируют, начали донимать игроки. Подозревать, подкалывать, в общем, все, что сейчас называется кибербуллингом, никак не относится к этой ситуации. Просто активный интерес к его игровому стилю. И Рейджин ультанул. Он сказал, что удаляет Discord, и все это его достало. Он ушел. Я не знаю, почему он не мог снять с себя все подозрения, просто записав честный геймплей, если он действительно не абузер, так что поступок странный, как для честного игрока. Но это то, что мы имеем. Борьба с читерством продолжается. Я уже получил новости, что использование абуза усложнили. Всего 6 дней после моего поста, и они начали предпринимать хоть какие-то первые действия. Это не может не радовать. Если вы вдруг сидите в Дискорде, передавайте Чавезу, что он классный, просите у него советов по игре, только не надо никакого негатива. Я не хочу, чтобы меня обвиняли в призывах к травле. У нас доброе сообщество. И, ребята, прошу, не распространяйте игровые абузы, если вы их знаете. Я говорю о них только потому, что хочу, чтобы их исправили. И потому, что это смешно. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Я вас всех люблю и постараюсь уделять каналу больше времени с этого момента. Также благодарю всех, кто меня поддержал. Под Новый год и даже после вы, ребята, меня очень порадовали своими приятными словами. Низкий поклон, тройной поцелуй в ноги. Я обязан вам всем, что имею. Спасибо большое. Всем удачи и успехов.